Друзья, всем привет! Вы просили, и я сделал идеальный торт птичье молоко без глютена и без сахара, с нежными песочными коржами на миндальной муке, пышным суфле в шоколадной глазури. Торт птичье молоко в кето-варианте – это отличный выбор для всех, кто не употребляет или ограничивает углеводы, при низкой толерантности к инсулину, соблюдает кето или при диагнозе диабет 2 типа. Это настолько вкусный торт, что он ничем не уступает вкусовым характеристикам знаменитого советского десерта. Торт птичье молоко в кето-варианте – это мой подарок для всех, кто очень любит этот торт, но следит за уровнем сахара в крови. Также, в отличие от классического торта, это птичье молоко низкокалорийное и подходит при ограничении калорий в своем рационе. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В яйца всыпаю эритритол. Взбиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной смеси. Добавляю мягкое сливочное масло, майонез, миндальную муку, разрыхлитель и ванилин. Перемешиваю на низких оборотах миксера до получения однородного миндального бисквитного теста. В форму для выпекания с предварительно вытянутой пекарской бумагой выкладываю все миндальное тесто. Форму с тестом убираю в заранее разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Желатин заливаю водой и перемешиваю. Отставляю желатин в сторону для набухания. Миндальный бисквит оставляю на решетке до остывания, а затем убираю в холодильник для охлаждения. Для крема в желтки вливаю сливки и добавляю аллюлозу. Интенсивно вымешиваю венчиком на слабом огне, чтобы заварная основа загустела и напоминала йогурт или сметану. Очень важно интенсивно вымешивать, чтобы желтки не свернулись. Горячую заварную основу процеживаю в чашу через мелкое сито. Друзья, буду благодарен, если поставите лайк на это видео и напишите позитивный комментарий. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня мотивирует публиковать больше проверенных и стабильных рецептов, которые я всегда тестирую на своей кухне. Лишние крупинки и фрагменты при этом остаются на сите. Если в наличии нет сита, пробейте заварную основу погружным блендером до однородности. Накрываю заварную основу и оставляю на столе. Холодный бисквит разрезаю на 2 миндальных коржа. Внутри миндальные коржи очень пористые. Для меренги в белки всыпаю аллюлозу и лимонную кислоту. Взбиваю на высоких оборотах миксера до мягких пиков. Для сиропа воду добавляю аллюлозу. Недолго перемешиваю, чтобы аллюлоза разошлась в жидкости. Оставляю на огне и увариваю сироп с момента закипания примерно 5-7 минут. Если есть градусник, температура готового сиропа составляет 125-130 градусов. Не прекращая взбивания, вливаю горячий сироп в меренгу. Очень важно не попадать сиропом на вращающийся венчик, чтобы сироп не забрызгал карамелью чашу. Вливая сироп, его нужно вмешивать вовнутрь меренги, захватывая новую порцию миксером. Будьте очень осторожны при работе с карамелью, так как она имеет очень высокую температуру в жидком состоянии. В горячий сотейник добавляю набухший желатин, чтобы он просто растворился до жидкого состояния. Одновременно с желатином продолжаю вымешивать меренгу. Чтобы чаша с меренгой не каталась по столу, обязательно вымешивайте на влажной тряпке. Тогда вы и желатин перемешаете и не прервете вымешивание меренги. Посмотрите, насколько плотная и устойчивая меренга получилась. Она настолько плотная, что даже при желании стряхнуть ее в чашу, она стабильно держит форму с пиками. Такую плотную меренгу можно изготовить только с аллюлозой. Другие подсластители на такое не способны. Горячий желатин вливаю в теплую меренгу, непрерывно перемешивая миксером, чтобы желатин основательно вмешался в белки. Выкладываю заварной крем. Перемешиваю на низких оборотах миксера обе основы. Невмешанные остатки снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Окончательно перемешиваю миксером. Для сборки торта разъемное кольцо обтянул пищевой пленкой, а борта проложил ацетатной лентой. Выкладываю большую часть теплого суфле в сформированную форму. При отсутствии ацетатной ленты можно обойтись без нее. Распределяю немного суфле по форме силиконовой лопаткой. Сверху устанавливаю первый миндальный корж. Выкладываю оставшееся суфле и закрываю вторым миндальным коржом. Убираю форму с тортом в холодильник для стабилизации. После холодильника отделяю пищевую пленку от бортов. Снимаю кольцо и извлекаю ацетатную ленту.
Остатки крема снимаю с ацетатной ленты и наношу на поверхность для сборки торта, чтобы торт был устойчивый. Прикладываю подложку и переворачиваю конструкцию сверху вниз. Убираю доску и окончательно извлекаю пищевую пленку. Убираю торт в холодильник. Для приготовления глазури сливки разогреваю до закипания, но не кипячу. Добавляю порционный шоколад. Перемешиваю до однородной шоколадной глазури. Готовую шоколадную глазурь переливаю в емкость для остывания. Торт снова закрываю ацетатной лентой и фиксирую вплотную разъемным кольцом. Сверху выливаю всю шоколадную глазурь на холодный торт. Распределяю глазурь по поверхности суфле. Убираю торт в холодильник минимум на 2 часа, чтобы глазурь застыла. После холодильника окончательно извлекаю разъемное кольцо и ацетатную ленту. Кето-торт птичье молоко – это очень вкусный десерт, который понравится всем любителям советских рецептов, но при этом адаптированного под людей, следящим за своим сахаром в крови, а также при непереносимости глютена и глютеносодержащих продуктов. Пышное суфле получилось очень воздушное и ароматное. Оно отлично сочетается с нежными миндальными коржами. Шоколадная глазурь идеально подчеркивает и завершает общую композицию торта. Спасибо за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.